Рассмотрим преобразование некоторых физических величин с теми знаниями, которые можно получать, используя какие-то свойства дроби. В данном случае возьмем такой простой пример. Каким временем проедет автомобиль со скоростью 50 км в час в расстоянии 200 км? Любой школьник сразу посчитает, что это будет 200 делить на 50 и получает 4 часа. Задача устная, но я хотел бы показать, каким образом он дошел к тому результату, почему он получил именно 4 часа, не каких-то других значений. 200 километров. Скорость автомобиля 50 км в час. Для того, чтобы узнать, какое время необходимо для того, чтобы проехать с такой скоростью такое расстояние, нужно расстояние разделить на скорость. Вот что мы сделаем. Возьмем 200 км, разделим на 50 км в час. Теперь давайте сделаем следующий вариант. Мы разделим вот это 200 километров на просто число какое-то 200, что множится на именованную величину 1 километр. Это мы можем сделать. Ведь реально мы ничего не меняем. 200 километров умножаем на 1 километр. 50 километров в час то же самое сделаем. 50, что множится на 1 километр в час. Тоже обычное число на величину, которая имеет какие-то определенные размеры. Проведем еще дальше операцию. Вот эту единичку занесем и в числитель, и в знаменатель. Она же одинаковая тут будет. Пишем эту дробь, как было раньше. 200 множим на 1 километр. Будем брать эти именованные величины в скобочки. В дальнейшем вы этого делать не будете, когда привыкнете это дело делать. Все, но сейчас для того, чтобы все это концентрированно понимать и видеть, я специально беру это, говорю, что 200 множится на именованную величину. Здесь 50, что множится на дробь 1 километр, что делится на 1 час. Тоже эти именованные величины имеют размерность. Дальше знаем о том, что если в знаменателе общей дроби находится тоже дробь, то дробь вот этой нижней части будет выглядеть таким образом, если ее переписать. Значит, этот числитель остается на месте, а знаменатель этой дроби уйдет наверх в общей дроби. То есть 200 умножим на 1 километр. Внизу остается 50, что множится на 1 километр. А 1 час пошел наверх. Тоже множится на 1 час. Теперь здесь явно видно, что находятся две одинаковых величины в скобках. 1 километр. Сократим и верхнюю, и нижнюю часть на 1 километр. Вот мы так сократили на вот это значение. Разделить на 1 километр. 1 километр. Здесь будет единичка, здесь будет единичка. То есть прописываем таким образом, чтобы не оставлять же без ничего, если мы сокращаем. Если мы делим, мы же не отнимаем. Если мы бы отнимали, другое дело, но отнимать тут нельзя. Поэтому мы просто сокращаем. Это делим, тут получается одна единичка. То есть 200 множится на единичку, множится на 1 час и делится на 50, что множится на единицу. Поскольку единицы находятся, единица, чистая единица, не именованная, а чистая единица находится у нас. В умножении мы можем ими пренебречь, они ничего не решают. Получается 200 делится на 50, и что множится на 1 час. 200 на 50 будет ровно 4 часа. Мы прошли вот весь этот путь, убрали те значения, которые у нас могут сократиться, дробь нам позволяет это сделать, и мы получили четкое знание о том, что мы получили, что автомобиль проедет с этим расстояние скоростью 50 км в час за 4 часа. Давайте другой пример решим. Тоже вот такой, где будут вперемешку идти именованные величины, каким образом с ними можно будет работать. Велосипедист едет со скоростью 18 км в час. Нужно узнать, какое он проедет расстояние, скажем, за 20 минут. Видите, у нас опять ситуация получается таким образом, что здесь у нас значение час, здесь у нас минута. То есть они разные по своей величине, они еще не приведены к общему виду. Поэтому давайте запишем, как она есть. Напишем 18 километров в час множится на 20 минут. Можно было привести, конечно, 20 минут в часы, но мы этого делать не будем. Запишем так, как есть. Я просто хочу показать, каким образом можно работать вот с этими именованными величинами. Давайте разделим, опять же, по такому принципу. Отдельно напишем значение какое-то числовое и отдельно значение, которое имеет размерность. То есть это все будет равно 18, что множится на 1 километр, деленный на час, вот скобочки, и что множится на 20, и тоже множится на что? На 1 минуту. То есть вот это значение у нас полностью соответствует 18 км в час, а 20, что множится на 1 минуту, соответствует у нас 20 минут. Дополнительно еще раз перепишем числитель и знаменатель, тоже напишем единичку, чтобы уже полностью было одинаково все.
18 множится на 1 километр, что делится на 1 час, что множится на 20, что множится на 1 минуту. Равно. А теперь, поскольку у нас, обратите внимание, у нас 1, 2, 3, 4 есть множители, которые мы можем представлять как угодно. В произведении мы можем множители переставлять в любом порядке, который нам нравится, и от этого произведение не меняется. Давайте вынесем эти числа вверх, чтобы не мешали они нам вперед, а те значения, которые имеют какую-то определенную размерность, оставить для того, чтобы их более внимательно рассмотреть. Итого получаем 18, что множится на 20, множится на вот эту дробь, которая 1 километр, что делится на 1 час. И множится на 1 минуту. Здесь час, здесь минута, время. Ну, время, так сказать, можно было бы сократить, но, видите, они разные по величине. Поэтому сколько мы знаем, для того, чтобы 1 час можно было сократить вот с этим, нужно перевести этот 1 час в значение минут. А сколько будет в 1 часе минут? 60. Хорошо, значит, мы 18 умножим на 20, множим вверху на 1 километр и внизу делим на 60. Ну, напишем сразу, что множится на 1 минуту. Видите? И это множится еще на 1 минуту. Что мы получили? Мы получили так, что километры сами остаются, а минуты мы можем сократить. Мы разделим и числитель, и знаменатель на 1 минуту. Что мы получили? 18 умножить на 20. 0 можно сократить, то есть 18 умножить на 20, разделить на 60. И на 1 километр. 60 и 20 мы можем сократить на 20. Это разделить на 20, это будет единичка, тут будет тройка. И тройку сократить с 18, будет шестерка. Сколько мы получили? Получили 6. Мы получили 6 километров. То есть, имея, так сказать, в начале значение часа и минут, мы просто в процессе преобразования, не меняя ничего, только подставляя значение вместо часа, мы подставили его значение минуты, мы получили ровно то, что нужно было 6 километров. Следующий пример. Автомобиль проехал 100 километров за 50 минут. 100 километров проехал за 50 минут. Нужно выяснить, какая у него скорость будет километр в час. Здесь минуты, здесь часы. Что нужно сделать? Если нам известно расстояние, известно время, то скорость будет равна расстоянию поделить на время. То есть 100 километров мы делим на 50 минут. Разделим эти величины для того, чтобы иметь дело просто с числами. 100, что множится на 1 километр, это 100 километров. И 50, что множится на 1 минуту. Имеем здесь две группы, то есть 100 на 50 и 1 километр на 1 минуту. Что собой представляет 1 минута? 1 минута представляет собой 1/60 часть часа. То есть мы можем написать, что 1 минута равна час поделить на 60. 1 час поделить на 60. Можно записать? Можно. Значит, вместо 1 минуты мы можем подставить вот это выражение. Итого, во что это превращается у нас? Это дробь 100 умножить на 1 километр. Делим на 50. В скобках будет у нас что? Умножится на 1 час, что делится на 60. Дальше что? Дальше нужно избавиться от этой многоэтажности в этом знаменателе. Поэтому 50 остается в этом знаменателе общей дроби. 100 помножится на 1 километр остается наверху. 50 остается в знаменателе общей дроби. 1 час тоже остается в общей дроби. А 60 ушло наверх. То есть вот эти выражения именные мы возьмем скобочки. Что мы получим? Давайте отдельно напишем числа. 100 умножить на 60, делить на 50. Отдельно километр в час. Вот эта группа. 0 можем сократить. 600 поделить на 5 сколько будет? Будет 120 километров в час. Ты показал, каким образом можно, используя значения вот этих величин, их соответствие, допустим, сколько стоит 1 минута, этот час на 60 и так далее. То есть после этого преобразования, дробного преобразования мы получили его значение четко километры в час. Давайте посмотрим следующий пример. Автомобиль едет с такой скоростью 120 километров в час. Какое расстояние он проезжает за 1 секунду? 120 км в час. Как произвести преобразование, чтобы получить за 1 секунду? Ну, очень просто. Давайте посмотрим. То есть мы пишем опять 120 множится на единичку километры за час. Равно 120 множится
на единицу на километры. И здесь будет единица на час. Заменим значение километра и час более меньшими величинами. Километр мы меняем на метры, а час мы меняем на секунды. То есть мы пишем 120 помножить. Километр его что превращается? В 1000 метров. 1000, что множится на 1 метр. Это 1000 метров. Вот километр. 1 час сколько получается? 3600 секунд. А будет 3000 умножить на 1 секунду. Мы уже получили метры за секунду, поэтому это дело как-то сохраним. А преобразуем его, что у нас получается вот эти дробные выражения. Итого мы получаем 120, что множится на 1000, делится на 3600 метров за секунду. Видите? Итого можно сократить здесь 2 нуля, здесь 2 нуля. То есть получается 1200 разделить на 36 метров за секунду. То мы получаем где-то 33,1/3 секунды. Метра за секунду. То есть преобразовали километры в час, используя те данные, которые мы знаем, сколько километров. Это 1000 метров, час это 3600 секунд. После этого сократили то, что можно было сократить и упростить, то есть 1200 разделить на 36, мы получили вот такое выражение. В конце я хотел бы еще одно преобразование сделать. Всем известна автомобильная гонка Формулы-1, максимальная скорость вроде бы была, она ограничена 340 км в час. Хотелось бы знать, какое расстояние преодолевают эти автомобили вот с такой скоростью за 1 секунду. В данном случае, видите, 120 км в час это 33,1/3 секунды. Посмотрим, во что выльется скорость автомобиля Формулы-1 в метрах за секунду. По такому же точно пути пройдем. То есть 340 умножим на 1 час, 1 километр в час. Равно 340 множится на 1 километр, что делится на 1 час. Равно 340 множим. Километры меняем по такому же точно принципу. У нас 1000 метров, а 1000 метров можно написать как 1000, что множится на 1 метр. И, естественно, 1 час. Это 3600 секунд. Можно написать 3600 умножить на 1 секунду. Видите, мы оставляем именованные величины для того, чтобы не менять ответ. Потому что их мы не можем пренебречь. Мы должны получить результат в метрах за секунду. Мы их оставляем, мы трогать их больше не будем. Сократим вот эти все величины. Сколько мы получаем? 340 умножим на 10, разделить на 36 метров за секунду. Итого мы получим ни много ни мало. А 94, это я уже отдельно посчитал, вроде бы как там, 94, кажется, 4/9 метра за секунду. Представляете, какая скорость? Сравните 33 и 94 не на 3, а практически в 3 раза выше, чем скорость 120 км в час. Это же какая должна быть скорость, какая должна быть реакция, какие должны быть перегрузки. Иногда самолеты некоторые имеют меньше скорости, чем скорость автомобиля.